Всем привет из Ирландии, ребята. Как ваши дела, как ваше настроение? Задавайте свои вопросы. Будем сегодня обсуждать, принимает ли Ирландия еще украинских беженцев. Это первое, да. И второе, как. То есть задавайте свои вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь. У нас здесь открытая дискуссия. Кому что интересно, ставьте лайки, кстати. В Ирландии на этой неделе, да, сегодня у нас 8 июля. И дальше у нас будет, жаришка. То есть по прогнозам будет так плюс 25, плюс 26. Это именно, вы понимаете, да, в Ирландии немножко другое солнце, и по-другому оно лупит и греет. То есть, если сейчас прогноз говорит о том, что будет 25-26, это у нас, в нашем там, да, каунте, и рядом, я живу рядом с Ирландским морем, то есть, то на солнце будет, наверное, за 30, а то и больше. А обжигает оно еще сильнее, чем у нас, когда плюс 35. То есть, тут плюс 25, но если ты на нем постоишь минут 15, вот так вот, да, без всяких намазок, без там кепки, то реально, солнечный удар на изи получить, плюс ожоги серьезные. Ребята, ставьте лайки, пишите свои комментарии, не стесняйтесь. Фильтрация чата, все сообщения, да. Как же принимает, да, Ирландия украинских беженцев в июле 25 года? В принципе, ничего не изменилось. Все по-старому. Вам нужно иметь, главное доказательство это банковские выписки. Буквально 3 недели назад, 2, чуть-чуть больше, да, я помогал человеку, и у человека реально была проблема в том, что, человек не пользовался реально банковскими картами. Вот просто, так сложилось, да, не получалось, как-то, не нужно было это. И спасло просто то, что был просто счет, она, не пользовался ним, да, никто. Там, в принципе, никаких не было практически движений. И уже этот счет был закрытый. Просто скачали, да, онлайн-банкинг и просто в архиве нашли вот эти вот, да, пару движений, буквально пару движений всего лишь, из-за них, как бы, да, по факту дали эту временную защиту, потому что если нету банковских выписок, а вообще человек за пределы Украины не выезжал, то есть как независимость, да, вот это случилось в 91 году, человек не выезжал, у него не было никогда загранпаспорта, то есть вот сейчас только, да, его сделали. То есть вот так вот бывает, что если у тебя реально нет доказательств просто, то тебе не дадут ее. Но по факту человек не менял, да, то есть не выезжал даже. А есть люди, которые там поменяли 3 защиты, закрывали их там Германия, да, 24 параграф закрыли, там, потом в Канаду закрыли, да, и потом в Ирландию. Но у него есть доказательства, что он был на территории Украины до начала, да, войны, и все. А тот человек, который реально жил всю жизнь в Украине и сейчас живет, да, но у него нет банковских выписок, нет доказательств в прямом смысле, он ничего не может сделать, просто, тоже я это не понимаю, конечно. Я думал, что по штампу в паспорте, да, понятно, когда человек выехал. То есть, значит, он был, да, если в штампе, то скажет, есть 2 паспорта, да. Ну так, по базе данных тогда пусть делает запросы, плюс пусть пробивает. Ну, почему это не делается? Потому что это долго. Прикиньте, нужно запрос с Ирландии, блядь, в Украину послать и ждать от пограничной службы. Вы же понимаете, что все это очень долго. А банковские выписки, они быстро сразу в онлайне, раз-раз и на матрас. Ну, конечно же. Ребята, задавайте свои вопросы по поводу Ирландии, кто хочет приехать, какие есть вопросы, как ваше настроение, как погода. Ставьте лайки на эфирчик и пишите комментарии. Не знаю, они хоть доступны, бо запускаю всего лишь 2-й раз эфир, да, и как бы нужно еще здесь разобраться в этих всех настройках, движениях. Здесь все по-другому, в каждой платформе, да, есть какие-то особенности, все какие-то свои настройки, и вот как бы сейчас запускаю, смотрю, что и как. Я уже говорил, что в Ирландии скоро будет жара, именно жаришка, да, в конце недели вообще именно как раз пятница, суббота, воскресенье именно будет самая жаришка, то есть мы собираемся на море поехать, как бы, да, пожарить мяско, возможно, даже искупаться, я думаю, даже, наверное, я рискну все-таки искупнуться надо, потому что, как по мне кажется, это последняя уже будет волна жары, а потом уже, как бы, август уже считается в Ирландии, это уже, как бы, начало осени, так что я думаю, что нужно сейчас, как говорится,
брать быка за рога. И кто хочет, не упустите свой шанс на этой неделе искупнуться, неважно где, в океане, либо в Ирландском море, да, либо в Атлантическом океане, потому что водичка-то, понятно, будет холодная, но хотя бы снаружи, да, плюс 25, плюс 26, это именно для Ирландии, это шик, это роскошь, и можно рискнуть, можно нырнуть, так что, кто смелый, давайте. Так, что у нас тут? Режим держка. Нету никаких задет. Так, слово, стройки сообщества. Угу. Так, спасибо за лайк. Кто поставил лайк, ребята, ставьте лайки. И напишите какой-то комментарий. Просто там привет, hello, там туда-сюда. Потому что я не пойму, комментарии включены или нет. Это я не могу вообще понять. Потому что, ну, какие-то плюсики. Создать опрос, начать сеанс вопросов. А ну-ка, начать сеанс вопросов. Задайте вопрос, а ну-ка. Что это, как это делается? Блин, я не понимаю, ребята. Hello, о, все, понял, Платон. Все, начать сеанс вопросов и ответов. Задайте вопрос. Я просто не понимаю, как это работает. Это я задаю вопрос, а вы отвечаете комментариями или как? Задайте вопрос. То есть я вам задаю, а вы отвечаете или как? Это мне непонятно. Наталья, доброго времени суток. Короче, тут надо, ну, еще немножко посидеть, да, как бы немножко все это настроить, все эти делишки. Наталья, вы в Ирландии, я так понимаю, да, находитесь? Если да, то на этой неделе нужно ехать куда-то загорать, отдыхать, потому что будет хорошая погода. Серьезно, у нас будет плюс 25, плюс 26. Это именно, ну, это именно успешный успех. Это нужно именно хватать эту птицу за счастье, да, за хвост, потому что мне кажется, что это последняя будет уже такая жара, а в августе уже все. Вы можете ехать сами на автомобиле. Да, да, сам, конечно. Какая поддержка для нас, Украины? Отправлено на проверку. Какие-то... Так, подождите. Ага. Какая поддержка для тех, кто приезжает сейчас в Ирландию, именно для украинцев, или в общем, что делает Ирландия для Украины? Если в общем для Украины как страна, то она дает гуманитарную помощь, там, буквально, ну, ничего такого сверхъестественного. Машины там скорой помощи, там генераторы такое. То есть в военном плане Ирландия никак не помогает, потому что она нейтральная страна, раз, и ну, она не входит в НАТО, да, и два, как бы Ирландия это не воинственная страна, у нее нету никакого военного потенциала, у нее здесь вроде бы армия, я не знаю, там 1005, если есть, да, это хорошо. То есть тут все скромно, тут все... В этом плане, ну, Ирландия это просто, ну, про другое. А если вы про украинских беженцев, что сейчас дает Ирландия, да, им по приезду, это лагерь 90 дней, то есть лагерь это может быть, как потом вас переселят в какой-то отель, хостел, либо переделанную церкву, переделанные, даже есть переделанные фермы там, то есть это лотерея, это первое. Вам за эти 90 дней нужно либо найти себе жилье, именно которое вы будете снимать сами, либо по программе ARP, которая еще пока работает, но уже снижение с 800 евро, да, снизили до 600. Все, если вы сможете найти жилье по ARP, либо снимать сами, то тогда вы сможете податься на повышенные выплаты, на JobSeeker, не знаю, сколько сейчас там, 240 или 250 в неделю, да. А так, если вы будете жить просто в этом центре, да, от государства, то 38 евро на взрослого и 29, если не ошибаюсь, на ребенка. Так. Так. Какие еще будут вопросы, ребята, задавайте, ставьте лайки, ребята. А ну-ка, кликните, как ставить здесь лайк просто. Это я не знаю вообще, задавать вопросы, давайте мы это уберем, потому что мне это непонятно, оно не работает. Начать создать опрос просто. О, ну-ка, давайте создадим опрос. Сейчас, секунду. Так, вам... Ирландии. Так, давайте вопрос. Вам нравится жить в Ирландии, да?
Так. Вот так вот. Можем ли мы работать? Конечно, вы приезжаете и первым делом, после того, как вы приехали, если вам дают желтый лист, ага, так. Смотри, если тебе дают желтый лист, то есть временную защиту, по-английски это temporary protection, тебе дали, все хорошо, ты едешь либо в лагерь, либо по ARP, либо неважно, то есть ты едешь в какое-то жилье. И там уже на месте есть такие отделения, да, под названием Entrevo, то есть это центры занятости, как в Украине. И вот ты туда после 4 дней, вот 4 дня проходит, после 4 дней идешь в любое Entrevo, именно Entrevo, чтобы было написано, да, то есть там такой зелененький будет значок, либо Public Service Card, есть такие специальные сервисы, где выдают вот эти вот карточки с PPS. Ты идешь туда, тебе выдают номер PPS, это наш налоговый номер, да, аналог нашего налогового номера. И все, и после этого ты можешь идти уже устраиваться на работу. Но обратно же сейчас стало сложнее устраиваться, нужно еще дождаться в лучшем случае ARP-карточку, да, но это уже немножко подольше придется подождать. Нужно пытаться. Просто с PPS-ами бывает сейчас не сразу берут. Хотят именно еще ARP-карточку. Не все в курсе про вот эти все желтые листы, про все вот эти, да, нюансы, которыми располагают украинские беженцы. То есть работодатель хочет стабильности. Где ты прячешься от ТЦК, ухилянт? Я в Ирландии, давай сюда, вызывай их, пусть приезжает, могут, если смогут, могут забирать. И получается, что да, ты легко, тут доступ полностью. Ирландия предоставляет полный доступ украинцам к здравоохранению, к работе, везде. Там, не знаю, кем бы ты ни был, там, ты сантехник, либо электрик, подтверждаешь квалификацию и идешь работать, вообще не вопрос. Обратно же, если у тебя есть какой-то хотя бы базовый английский, намного проще. Если английского 0, то, конечно, намного будет сложнее тебе двигаться в Ирландии, да, и найти. Так, ребята, опрос. Вам нравится жить в Ирландии? Отвечаем. Так, да. Угу. Так. Как его убрать вниз? Как его теперь убрать вниз? Причем тут завершить? Не надо ничего завершать. Я теперь не вижу комментарии, которые вы пишете. Ребята, вы лайк можете поставить просто так? Tap to screen, guys. Ну, пух-пух. Лайк поставили, гляньте. Донатик прислали. Ну и все. И будет вам карме 100% просто. Так, уже 50 на 50, ребята. Получается вам нравится жить в Ирландии? 50% да, 50% нет. Получается так. Так, как убрать эту... Блядь, я вообще не вижу ваших комментариев. Оу, щет. Начнется, куда убегать? Мужик, а если война в Ирландии начнется, куда убегать будешь? Да что убегать? Сяду на прекрасный самолет, либо в прекрасный паром, либо на прекрасный, да, лайнер какой-нибудь, в смысле корабельный, да, в смысле. И все, и спокойно USA, США, United States of America, ты понял, да? И все, и туда двигаем, и все. Hello, how are you, bro? Блядь, ну как это убрать, я не понимаю, ну это какая-то дичь, слышишь? Что-то тут YouTube, короче, не доделал, поняли моменты эти. Короче, мы завершаем тогда. Так и в США может быть война. Братан, ну тогда, я думаю, я к Илону Маску буду обращаться, короче, и будем, короче, я думаю, тогда на Марс переселяться, понял? На Луну, Марс, там, что он там хочет колонизировать, думаю, тогда будем туда двигаться, ну, как бы. Здорово, по привету. Скажи, как думаешь, будет ли период под временно входить для натурализации? Я думаю, что, ну, не всем, но да.
Я думаю, да, потому что нереально. Такое количество людей не могут просто сказать им до свидания. Слышишь, у нас здесь смотри, тут есть, вот это когда в Грузии были, да, проблемы, вот тут сейчас у нас грузин работает, сейчас охранником, да, я к тому, что до сих пор грузины, уже сколько лет назад, там, это каком было, в 2008 году, там, вот эта заварушка, да, в Грузии была, чи в 2009, я забыл в каком году, да, до сих пор всех грузин не могут выгнать, до сих пор, сколько лет уже прошло, они до сих пор здесь по всем вот этим протоколам живут и двигаются, не могут никак это. О чем вы говорите? Ну, таких было тут намного меньше. Тут было или 10 тысяч, или 15. Украинцев 80 тысяч. Ну, куда их? Куда всех денут? Невозможно. Я имею в виду, что просто будет усложнять, будет с каждым годом усложнять, будет сам вот этот, да, момент выдачи защиты, как сейчас, да, в онлайне. Потом сделают еще уже, что ты должен работать обязательно, там, платить налоги. И вот так будет просто потихоньку отсеивать, и все, люди сами поуезжают, все. А тех, кто останется, ну, может, там, каким-то 20-30 тысяч и сделает, да, облегченную натурализацию. Но не всем, ну, 80 тысяч таких прецедентов нету, чтобы сразу всем раздали паспорта, либо дали, ну, учли все эти года, не знаю. Всем я сомневаюсь, конечно, лично я, не знаю. Может быть, по-другому, всем раздадут, и все, ну, не знаю. Заварушка, понятно, женоподобный. Шторм, я надеюсь, ты сейчас сидишь в окопе и пишешь мне это с окопа, а не лежа на диване в трусах. Так что давай как бы, ну, тут без этого. Так, ребята, ставьте лайки. Лайки поставьте, не стесняйтесь, просто ударить по экранчику, да, вот эти вот лайки вот здесь вверху. Я не знаю, что они дают, но, наверное, это надо. Шторм заштормило. Запорожское направление. Ты шо, ну туда шо, ну что я тебе могу сказать? Ну туда let's go. Вперед, ну. Вперед и с песнями. Надеюсь, песни там у тебя есть, плеер там. Пух, и погнал двигаться, ну. Так, о, спасибо за лайки. Кто лайкает, только не видно, кто лайкает, чтобы сказать, как бы, спасибо, респектик, да, уважение туда-сюда, ну. Соточка людей смотрит, что это нормально. Если это реальные все люди, не боты, то это нормально. Слушай, это мой второй только эфир. Я думаю, тут можно двигаться, можно лететь, ну, в светлое будущее на легком. Сейчас почти 200. Фур-фур-фу. Тебе не стыдно? Ну, уехал и уехал. Ну, зачем торговать своим лицом? Ну, слышишь, ну, это же моя жизнь. Что хочу, то и ворочу. Ты же понимаешь, да? Ну, каждый как хочет, так и дрочит, дружище. Ну, все по-разному двигаются, ну. А все остальные, я извиняюсь, медийные личности, певцы, актеры, они не светят своим фейсом, своим таблом и так далее. То есть, ну, я извиняюсь, то есть такие предъявы, знаешь, обычным людям, которые, ну, ничего не здесь, да, не решают. Почему тогда тем можно там зарабатывать, выезжать, двигаться, снимать клипы, там, выпускать песни, да, и так далее. То есть в прямом смысле зарабатывать на медийке, быть в медийном пространстве и на этом иметь лавешечку, да, кэшик, мани сюда на базу. Почему им можно, а другим нельзя? Куча тех, кто вообще выезжает и приезжает, у них какие-то особые там визы. В Украину приехал, уехал, концерт отбомбил, все, тому подобное. Так что, ну, я не знаю, ну, что ты двигаешь. Меня в Ирландии смущает отсутствие солнца. Мы витамин D не получаем по здоровью, тут не очень. Ну, конечно, здесь же еще, как его, радон. Ну, вообще-то, например, нужно тут пить. Практически всем нужно витамин D. Смотри, ты можешь пройти элементарный тест, он находится, он есть в каждой аптеке. Приходишь, что говоришь, что тебе нужен просто тест на витамин D. Там буквально 5 минут, все готово. И тебе сразу скажут, есть у тебя, ну, как бы, нехватка витамина D или нет. У меня у жены нехватка, она пьет витамин D каждый день. У меня пока все в порядке.
ты ориентируешься на худших. Братан, да пофигу, ни для кого ты не будешь, всегда найдется те, для кого ты будешь неуместен, ты будешь невыгоден, ты не будешь мил всем никогда. И это не про меня, не собираюсь вообще ни под кого подстраиваться. Я буду говорить, двигать, снимать, что я хочу. Мне вообще все равно, честно. Боже мой. Так что, ну... Я не собираюсь ни под кого подстраиваться и так далее. Я просто сказал свою точку зрения. А там уже тебе выбирать. Нравится, не нравится. Хочешь смотри, хочешь перелистни, хочешь поставь дизлайк, хочешь напиши какую-то дичь. Мне вообще это, ну как бы, ну, фиолетово. Братан, у тебя 173 смотрящих. Смотрящих, да, по зоне. Интересно, чего они тратят свое время на это комментарии, хотя для продвижения канала любые комментарии нужны. Конечно, так, ну, вот в чем фишка. Любое движение, которое происходит на канале, это дизлайк, комментарий, хейт, онлайн-трансляция сейчас, да, если даже человек ничего не делает, просто смотрит, все это анализируется, все это потом продвигается, все это все равно движется потом вперед, понимаете? Так что, ну, как говорится, да, любая реклама хороша, неважно. В смысле пока? Витамин D должен упасть, что ли? Ну, конечно же, есть же граница витамина D. Ну, как ты хотел? Если ты будешь сидеть целый день в темнице сырой, он у тебя по-любому упадет, а как ты хотел? Если ты витамины не будешь принимать, да, по витамину D, либо в каких там продуктах он есть еще, я не знаю просто, я как бы не диетолог, по этим движениям я не знаю. Было 200+. Алексей Смирнов, что у тебя в порядке? У тебя тестостерон, возможно, девушки, возможно, щитовидная беда, лишний вес на лицо. Ну и ничего страшного. На что бы ты поменял Ирландию? На что бы я поменял Ирландию? Я поменял бы, наверное, на Испанию, но если бы там был бы английский раз, и два, если бы там хоть немножко больше платили за работу, вот тогда, наверное, да, можно было, или в Италию, то же самое. Страны хорошие, но работы нету, язык тоже трудно, да, ну, испанский полегче будет, но все равно. А так, не знаю, ну, США, возможно, да, United States of America, туда можно было, но... Там тоже, туда надо ехать с бабками, в прямом смысле, там надо на каждого, чтобы хотя бы 10-15 у тебя сразу было в закромах, чтобы ты хотя бы мог сразу там нормально снять на пару хотя бы месяцев, на 2-3 жилье, арендовать сразу тачку, либо в кредит взять, то есть, потому что там Америка, там все по-другому вообще. Вы не хотите волосы отрастить? Нет, нет, с 21 года вот так вот, и пока нет. Скажи, где на солнце греешься? Посоветуй недорогие места, Испания, Италия. Братан, да я только на Канарские острова летал отдыхать, на Тенерифе, да, и на Гран-Канарию, так что я не могу тебе сказать. Ну, еще в Египте там был, то понятно, ну, а так, я как бы не слишком, да, ну, там раз в полгода, раз в 7-8 месяцев, как бы, да, мы куда-то летаем отдыхать. Но я не могу, я не эксперт там тебе по туристической теме вообще, так что не могу посоветовать так. Ну, вот мне Тенерифе понравилось, да, Лос-Кристианос, последнее, куда мы летали, мне понравилось, вообще классно. Еще так, где-то работать, я говорил, Супервалу. Еще ты говорил, что у тебя инвалидность. Да, у меня инвалидность, ну, украинская инвалидность, у меня не ирландская инвалидность. Америка уже отпала, ну, Америка отпала, потому что дедушка Трамп пришел, да, и порядок навел, и он эту программу, как там она, U4U, если я не ошибаюсь, да, для украинцев называлась, ее он заморозил. Он ее не отменил, но он ее заморозил, то есть люди теперь не могут туда прилетать по вот этой вот программе, то есть неважно, есть там у тебя спонсор, нету, все, тебя уже не впустят по этой программе, и все, в принципе, движение, все закончилось, все. На Тенерифе нет, смотри, на Тенерифе есть как песок черный, да, то есть есть как и обычный нормальный. То есть там все зависит от того, с какой стороны там ты находишься, короче. Если со стороны пустыни, да,
то есть, получается, Канарские острова, они же возле Африки. И вот та сторона, которая смотрит на Африку, то есть, получается, песок летит, вы понимаете, нормальный, да, то есть, ну, а с другой стороны, там больше вулканический этот песок, получается, он черный, да. Необычно вообще, короче, такой не слишком приятный, он такой, ну, мне не нравится, и моему ребенку, сыну тоже. Так, блин, много. Как вы выживаете за ЗП из Супервалу? Как вы выживаете? Не знаю, нормально выживаем как-то. Ну, я же не знаю. Я не знаю, просто тогда я извиняюсь, кем вы работаете, сколько вы платите за аренду, там, где вы живете, это же тоже имеет значение. Если я живу в маленьком городке, плачу не слишком высокую, да, арендную плату, то, ну, я не знаю, мы не выживаем, мы живем, как это, не знаю, впервые такой вопрос такой, конечно. Вот машину купили там, я не знаю, как бы, ну, летаем отдыхать, сейчас дом новый сняли, как бы, я не знаю, ну, если по меркам вашим это мы выживаем, тогда, ну, ладно. Дай бог, чтобы каждый так выживал. Доедем на своем авто из Киева. Ну, конечно же, потом доезжайте до Франции, в Шербур, да, и там потом на паромчике, не знаю, сколько там, на пароме часов 15, наверное, нужно пыхтеть. На пароме потом в Дублин, и все. На легком, на спокойном. Такое приключение будет у вас там, каюта, все дела, ну. Интересно, как погода в феврале на Тенерифе? Хотим ехать, но купаться можно. Смотри, мы были в ноябре, вроде бы в декабре. Вот не буду врать, но, короче, мы в зимний месяц были в какой-то, да? Либо в декабре, либо, вот, короче, где-то там тоже, что как бы, ну, по факту, да, прохладно. Я скажу так, в бассейне купаться можно, понятно. В океане на любителя. Я и мой ребенок купались. Жена за весь период отдыха, там, не знаю, насколько мы ездили, да, я забыл, на 8 или на сколько дней. Я именно говорю про зимние месяца, вы поняли, да? То есть про вот эти, которые ты спросил. Мы раз ездили. Но мы ездили не на Тенерифе, а на Гран-Канарию. А Гран-Канария, она считается теплее, чем Тенерифе. Возьми, просто забей, да? Какой остров Канарских островов самый теплый и почему. И там тебе будет разъяснение, почему там в прямом смысле на каждом острове есть плюс-минус, отличается температура. Ну так, короче, оно действует. И вот мы купались почти каждый день. Жена там, я не знаю, может 3-4 раза искупнулась в океане. Для нее было прохладно, для нее холодно. Это же все индивидуально, вы понимаете, да? Абсолютно. Продам гараж. Где гараж? Какой гараж? В Ирландии вообще как бы гаражи отдельно, это не как у нас, да, кооперативы, там гаражное сообщество и так далее. Тут таких движений нету. Но если вы продаете гараж в Ирландии, напишите, пожалуйста, почем, шо и в каком каунте, где вообще. Это очень интересно. И ставьте, ребята, лайки. Не стесняйтесь, поставьте лайк, тыцните. Я не знаю, как там. Я не знаю даже, где тут лайки. У меня нет просто второго телефона. Нет второго телефона, чтобы посмотреть, как все это движется, да, как это все делается в Ютубе. Я не знаю. В ТикТоке я знаю, как все делается, а вот на Ютубе не знаю просто, где оно и что оно. Так что по поводу Палестины. Людей из Палестины можно перевести в другую страну, например, в Украину? Нифига себе, Евгений. Я такие вопросы задаете, конечно, интересные, ну, я не знаю вообще, ну, что сделать с Палестиной, я не знаю, ну, это обращайтесь к Трампу. Трамп должен там, он же сказал, что вообще там сделает там какие-то нереальные курорты там, я не знаю, короче, это сложный вопрос. Брат, куда в конце июля можно в свадебное? Бюджет 230 чего? Евро, что ли? Да ну, блин, даже гонишь, ну. Куда? Или что это за суммы просто? Я не понимаю просто. Моим друзьям нравится ваш канал, особенно про уроки вождения. Им 15-16 лет, попросили передать вам привет и спасибо. Пусть смотрят. Они не знают, что такое труд. В смысле?
Ты имеешь тут 2000, 2300 или что? Ты как бы, ну, тысяч чего? Я не пойму, каких туриков, ну? Ты похож на кладмена. Все может быть. Я не знаю, на кого я похож, братан. Я похож сам на себя. Лайки, лайки, надо ставить лайки. Мы, ребята, начали обратно. Они не знают, что такое труд. А, палестинцы, все. 230 тысяч рублей. Пф, братан, так откуда я знаю в рублях? Вообще ничего не шарю, это первое. Я вообще нахожусь в Ирландии, здесь евро, я сам с Украины, у нас гривны, это во-вторых, да. Так что, ну, ты что, ну, я такое не знаю, такие движения, не могу тебе ни о чем подсказать, тебе ничего сказать. Красава поддержал шутку, не обессудь, что он пошутил. Да вообще не вопрос, братан, я раньше такими движениями занимался, многие не знают вообще, я вообще в ТикТоке как бы двигался нехило, я вел такие, знаете, немножко трэш-стримы, да, так что в свое время я на батлах нехило зарабатывал в ТикТоке, у меня есть аккаунты по 100, по 150 тысяч в ТикТоке, просто я их не пиарю и все. Откуда с Украины? Донецкая область, город Добропилля. Да Доброполе, Доброполе. Так что, ребята, я в свое время, у меня были такие движения в ТикТоке, вы что гоните? Пф. Да ты что, на желание играли и так далее. Я из Бахмута. Ну, из Бахмута много знакомых есть. У меня, у моего брата родного, у него жена из Бахмута. Так что для меня все вот эти вопросики, там какие-то, знаете, вот эти вот приколы, типа там подколки, вообще пофигу. Я прошел такое в интернете, такое знаю, такое как двигался, ну. Что, вы что гоните? Это сейчас просто, что я переформатировал, да, свой контент в такой, да, более правильный, такой более дружелюбный, да. А по факту я делал такие вещи, что ты что, ну. Если бы там другие нашли мои аккаунты, да, ну, которые я просто скрыл, чтобы, знаешь, люди не понаходили, не пофигевали. Тут чувак в очках рассказывает, ну, про защиты, про какие-то там отдыхи, да, а раньше там на желание играл, такую дичь делал, так что, ну, ты донаты собираешь, братан, так, я говорю, когда в ТикТоке двигался, понятное дело, у меня был аккаунт и на этом, как его, и на Твиче был, так что, ну... Мы с типами делали нормально. Сейчас просто поменялось время, нужно немножко успокоиться. Здесь такое не понимает, понимаете. Тут такое, короче, в Ирландии не понимает. Тут надо немножко по-другому двигаться. Здесь ты собираешь, я смотрю, а что собираю? Ну там он какой-то есть, какой-то донат, я даже не знаю, как это делается. Слышишь, я тут второй раз запускаю вот этот вот прекрасный эфир, так что я вообще не в курсе. Тут можно что-то донатить, не можно, как нажимать, как нет. Хочешь, если у тебя есть, нажми, да и все. Ты взрослый здоровый мужик и просишь донаты. В смысле? Я ничего не понял. Это по желанию. Хочешь донать, хочешь нет. Это же не принудительное, слышишь, движение. В смысле? Я абсолютно не вижу ничего тут зазорного в этом. Если человеку нравится контент, и он хочет как-то отблагодарить человека, ничего абсолютно. Нажимаешь и делаешь, ну. В Украине люди есть, старики и бабушки, а ты позоришься. Братан, ну так, я тебе скажу так, если у тебя есть лишняя копеечка, то возьми, помоги инвалидам, бабушкам, дедушке, да, ну, тем, кто пожилые, те, кто не может себя обеспечить, отдай деньги, которые у тебя есть лишние, в какой-то фонд. То есть ты не просто так говори, да, я помогаю еще с 2007 года, это ты здесь так пишешь, я же откуда знаю, понимаешь, сейчас тоже могу тут наговорить в 3 короба, да, себе там накинуть всякого, просто так, ну, я, например, этого не делаю, я тут да, никак не пытаюсь себя с этой стороны что-то там говорить нереальное, там, я так делал с 2007 года, то все, ну, кто может это подтвердить? Город Антрацит, ну, это Луганская область, как я понимаю, здорово. Как там Ирландия, работа, условия? Ирландия нормальная, но с каждым, конечно же, с каждым месяцем все жестче и жестче. Так что зачем тебе донатить? Ты инвалид, ножка болит, дядя. Инвалид, ножка болит, да. Как там в Ирландии? В Ирландии все отлично, все стабильно, все хорошо. Если ты хочешь приехать здесь, получить защиту и работать, здесь отличная оплата труда, только проблема с жильем. Самое трудное — это найти жилье, не работу, не языковой барьер, ничего из этого, это все перхоть, это все ни о чем.
Главное найти удобное жилье, то есть расположение, да. И обратно же, если будет где-то это жилье в поле, то желательно сразу автомобиль себе приобрести. Все. Как вам Volkswagen Golf? Может, вы мечтали про крутую машину на будущее? Если да, то какую? Я не автомобильный какой-то, да, наркоман, я не знаю, все по этим машинам как-то там сдвинуты, да, я абсолютно нет. Volkswagen у меня Golf 15 года, 1.2, бензин, хватает с головой, проехал уже почти на нем 5000 километров, да, все в порядке, все хорошо, машине 10 лет, но она полностью, ну, когда я покупал, было 70 тысяч пробега, да, то есть вполне все адекватно, все классно, никаких проблем не было, кроме аккумулятора, да, который, ну, видите, подвпарили, да, то есть я поменял аккумулятор, никаких больше проблем вообще нету, то есть, ну, все четко, не знаю, что сказать. Понятное дело, что мало еще проехалось, да, там, но пока все нормально, все в порядке. Под капот я не заглядываю. В принципе, я под него бы не заглядывал, я ничего не шарю в этой теме. Так что, ну, если какие-то проблемы будут, нужно ехать сразу к специалисту, да, в СТО, там, в сервис и так далее. То есть, ну, а про машину даже я не знаю, вот честно, даже я больше, наверное, потом в будущем, возможно, электричку себе какую-то возьму и все, вот честно. Электричку, чтобы вообще она сама все делала, знаете, на автопилоте сел на каком-то и все просто вот так вот. И полетел в светлое будущее, так что, ну... Что за машина? Ты уже сказал, как тебе машины Volvo. Ну, Volvo безопасные тачки, вроде бы одни из самых безопасных, я знаю. Ну, прикольные есть. Я так по моделям вообще не шарю, честно, вообще. Так что по машинам это такой разговор со мной ни о чем. Просто вы мне можете больше подрассказать, чем я, как бы. Привет, что с мигрантами в Ирландии? Да что, работает, двигается, ну... Не знаю, что тебе сказать, что, ну, в больших городах их очень много, в маленьких поменьше. Какой именно вопрос, что ты хочешь узнать? Как относится Ирландия к, да, иммигрантам, к приезжим, или что, или трудно найти работу, много их или мало, или есть ли дискриминация? Я же не знаю, что конкретно ты хочешь узнать, как. Их хватает. Я про исламист. Оставят ли они молодежь в Ирландии? Ну, я сомневаюсь, просто так, не знаю. Я, если не ошибаюсь, 26-й год, это будет последний год, когда Ирландия будет финансировать все вот эти вот, да, ну, стипендии и бесплатное обучение для украинских, ну, вот именно, да, тинейджеров, в смысле, детей, и не только. Не только молодежь только учится. Куча людей сейчас пошли здесь в Ирландии именно и по 30, и по 40, и по 50 лет в колледже, и учатся, типа, ну, получает себе новую профессию. У меня тоже был момент, можно было, мне предлагали идти обучение. Ну, это такое, знаете, все равно там ты обучаешься то на барбера, то, ну, то есть, ну, такое, ну. И там обратно же, там как обучение делается, там сертификаты выдаются. Тебе нужно просто сертификат. Чем больше у тебя этих сертификатов, тем больше твоя квалификация. То есть там, чтобы дойти до нормального типа уровня, там нужно реально уже знать язык, уже нормально как бы двигаться. То есть ты дойдешь, упрешься, да, лбом в незнание языка, и все, и ты будешь как бы, ну, все равно каким-то помощником, начальником ты не станешь тут. Я про исламистов. Да я не скажу, что здесь много, именно если ты про мусульман, да, именно про такое, именно в больших городах, да, у нас в городке всего лишь пару человек я там видел, да, вот этих вот всяких там накидках, там, всем вот этому движению. Спасибо за лайки, кто лайкает, спасибо. Я не думаю, что нас выгонят из Ирландии, так как люди, которые имеют контракт трудовые, они имеют право работать и жить в любой стране есть. Речь идет за тех, которые сидят под защитой без работы, без жилья. Ну, так понятное дело. Но смотрите, например, я так скажу, у нас, да, контракты рабочие с магазином, да, Супервалу, но когда мы и шли на работу, я просто уточняю, да, вот Вова, то прикол, что мы даже ARP-карты свои им не давали. То есть и по сей день они у нас их не просят. То есть мы работаем, но мы ARP-карту у нас никто не просит. Многие говорят, что у них прям требуют там новую, продленную и так далее. У нас контракты, все нормально, все, пейслипы приходят, ревенью, все видно. Но работодатель, у нас их тогда не было, да, нас по PPS, получается, взяли. Но у нас никто не требует эти ARP-карты.
Так что я не знаю, видишь, у каждого работодателя, ну, по-разному, да, двигается, ну, я не знаю. Один работодатель говорит, нужно ARP-карты, прям все сразу, ты что там, если на день просрочка, все, хана, ты что, труба. Другие, видите, у нас даже и не требуют. Как бы, ну, мы раз предложили, они говорят, да, не надо, все хорошо пока. То есть я не знаю, видишь, вот такие вот моменты, это я говорю про свой опыт, да, не знаю, вот так как-то. Ребята, кто из Ирландии, поставьте лайк, кому нравится погода в Ирландии, которая будет на этой неделе. Кто смотрел уже прогноз, тот знает, да, что на этой неделе будет погода ай-яй-яй, ну. Так что нужно уже идти покупать одноразовые мангальчики, мяско в литовские, да, в балтийские и в польские магазины. Потому что этот уикенд будет хорошим, реально. Вот спасибо, кто ставит лайки, реально, респектик, реально от души чисто, ну, реально. Спасибо, реально. Кто в Ирландии, ребята, напишите, где живете, в каком каунте, в каком городе, сколько раз переезжали. Я, например, живу в одном городе, как приехал, да, в него в марте 22 года, да. Какого марта? 15 или 16 мы приехали, да, в Ирландию, прилетели, в смысле, и потом приехали в этот городок. И все, и больше никуда. Больше никуда мы не рыпались, не двигались. Здесь двигаемся. И вообще название трансляции, да, это принимает ли Ирландия украинских беженцев, это понятно, что заголовок один, но когда онлайн-трансляция, вопросы, дискуссия, и все меняется просто, да, все переворачивается, ну, как бы, о, еще один лайк, уже 11 лайков, ребята, давайте до 20 лайков добьем, а? Кто там? 75 человечков, ну, конечно же, ну, просто... Я не знаю, где лайки ставятся, напишите, внизу ставятся или вверху, просто в ТикТоке просто можно, да, по экрану бить и все, и как бы лупишь, и лайки идут. Здесь я не знаю, как это двигается. У меня просто телефона, второй телефон я не взял, не знаю почему, чтобы посмотреть, что и как там двигается. Ну, 12 лайков, ну и что? Нужно 20, ну, вверх. Вверху или что? Ничего не понятно. Ну, смотрите, ребята, для полного счастья было вообще неплохо. Вот это, видите, не знаю, это супер спасибо или что, как вот это двигается. Сколько там минимальный платеж? Сколько там у вас написано минимальный платеж? Вот здесь вот, если нажимаешь, просто мне интересно, там центы можно скидывать или нет? Да, нажимайте один раз наверху на лайк, а потом выбирайте палец. Так, выбирайте, что хотите, там палец, не палец. Вова, от души спасибо, что подсказал, потому что второго телефона нету. В следующий раз я возьму и буду как бы смотреть, да, что и как там двигается, ну. Вова, я забыл, ты в Ирландии, да? А, да, ты в Ирландии, нормально все, ты нормально. Ты где живешь в Ирландии? Возле океана, либо там Дублин, либо возле Северной Ирландии. Я возле Северной Ирландии живу. Я от границы, не знаю, 4-5 километров это максимум. То есть как бы северку можно мотаться, покупать то все 5-10. Хотел видосов наснимать в Северной Ирландии. Думаю, наснимаю, начнутся эти вопросы. Там, визу получил, а визу, а то, а сюда. Думаю, боже мой, не хочу, сейчас начнут вот это вот просто, ну ни о чем. Какие визы, блин. Да, я работаю и живу в Ирландии с первых дня вместе с супругой. А когда приехал? Чем занимаешься в Ирландии? Работаем? Живем в Слайго. А, ну вот, Слайго, это, так понимаю, это возле океана там, да, движение там. Понятно. Ну там, да, я в той части, как бы, ты понял, я ближе к морю, то есть на противоположном, да, получается. Я возле моря. Мне до моря сколько? 25 минут ехать. Я живу в Керри, не хотите приехать? Да я хочу, слышишь, я не, так по Ирландии мы не ездили, потому что машина только как полгода назад появилась, это раз, да. Два, постоянно какие-то были, ну, какая-то суета, и мы как бы всегда, когда было свободное время, то есть когда был до холидея, мы всегда куда-то летали отдыхать. То есть мы свои холидеи все съедали все дни на поездку, то есть там на Канарские, да, острова, то есть Гран-Канария, Тенерифе, Египет, да, либо мы летали малому в Польшу, да, в Краков получать паспорт, и жена тоже получала паспорт, оформлять. У нас там как бы, ну, не родственники, кума есть, да, мы поехали просто там как бы погостили, да, посмотрели Краков и как бы тоже как бы немножко, да, отдохнули.
В Керри, да, так. Керри там классно, там пляжи, там, ну там у вас там, конечно, зачетно, там, да, там можно хорошо. Привет, я в Ирландии живу в Слайго уже 3 года. Как приехал, больше никуда не переезжал. Круто, круто, видишь, на той стороне больше украинцев живет, чем на вот этой, да, где как бы я, возле Северной Ирландии, возле моря Ирландского. Как именно поступать в аэропорту Дублина? Кому обращаться? Что говорить? Наталья Зубарева. Классная у вас фамилия. Смотрите, я же рассказывал, что вот буквально 3 недели назад, может немножко меньше, точно не скажу, да, приехал человечек, я ему помогал. Я помогал ему с защитой и как все делается. Прилетаете вы в аэропорт Дублина, и там 2 очереди. Одни идут с паспортами Ирландии, да, и пикаются, просто пикаются. То есть получается, они просто через такие, да, как поручни, они пикаются и открываются. А вам в другую очередь, как змейка, да, как змейка идет, и там написано Евросоюз и перечеркнуто. Туда идете и просто говорите, что вы из Украины с помощью Google Translate. И говорите, что вам нужно temporary protection, временная защита. Все, к вам сразу подойдет волонтер, который будет говорить либо на украинской мове, либо на русском языке, либо на том и на том, как там фартанет, как уже вам... И все. И дальше вам все проконсультируется, вам все скажет, что и как. Вообще не вопрос. То есть сейчас Ирландия с этим помогает максимально. И там всегда есть какой-то волонтер, всегда. Потому что тот человек, который прилетал, он прилетел вечером, в вечернем рейсе. Он прилетел в 23:30, понимаете, да? То есть в 11:30 он был в Ирландии, в 11:30, и там был волонтер. Так что я думаю, если вы прилетаете там днем, либо утром, то есть вообще полностью до, там, не знаю, там, 7 утра и там до 6-7 вечера, там, 8 вообще можно не париться. Если волонтеры сидят в 11:30, то в такой момент, в такое время вообще, думаю, можно не париться, не волноваться, прилетать спокойно. Главное, чтобы у вас были доказательства потом. Сразу их не нужно показывать. Нет, их нужно показывать в City West. Главное доказательство — это ваши банковские выписки. Все. Просто если у вас есть банковские выписки до начала полномасштабного, да, вторжения, то есть, ну, до начала войны, там, за февраль, да, 22 года, ну и дальше отматываем, да, по месяцам, то вообще никаких вопросов, все, показывайте выписку, с выписку, скидывайте волонтеру, она распечатает, переводит на английский, либо сразу у вас там, если есть такая функция, в Монобанке можно сразу, если не ошибаюсь, выписку делать на английском языке. Все распечатывается, относится ирландцу, он смотрит, все готово, все расписались, все, буквально за час ты можешь получить защиту, реально, если у тебя есть доказательства. Вообще, все быстро, четко. Сейчас все на потоке делается. Вообще никаких вопросов. А вот потом уже дальше там посложнее будет, да, чтобы податься там на выплаты, получить PPS. А вот желтый лист, там, если у вас есть реально вот эти выписки, движение по банковскому счету, по карте, да, вообще просто на изи. Спасибо за лайки, уже 17 лайков. Ну, давайте до 20 добьем, как бы, ну, и все. Что, какие еще есть вопросы, ребята, по Ирландии? Что кто хочет? Ирландия принимает украинских беженцев, прилетайте, не стесняйтесь, но обратно же знайте, если у вас нет доказательств в онлайн-банкинге, что вы были на территории Украины до начала войны, то вам будет сложно доказать. Нужно будет, значит, другие какие-то справки, выписки, там, не знаю, от врача, не знаю, оплата за коммуналку, может, вы на почте платите, да, то есть я не знаю, то есть, ну, тут почему-то для них главное это вот эти вот банковские выписки, хотя тоже, ну, есть к ним, да, вопросики, тут тоже можно как бы манипулировать, но что-то они решили, что именно вот это вот надо показывать. Так, значит так, Ирландия, ирландские правила, как бы мне вообще все равно. Что и как. Так, 50 человек, ребята. 50 человек. Что тут можно еще делать? Ага, тут вот это вот ретушь. Это переключить, наверное, камеру или что это? А, это надо выключить вообще. Кто в Ирландии где работает, ребята? Кто где работает? Кто где как себя реализовал в Ирландии? Многие, например, из тех, кого я знаю, это фабрики. У нас здесь фабрики, у нас тут 3 фабрики.
фабрика вот эта, да, яичная, то есть яйца. Есть фабрика по переработке пластика. То есть нужно, да, конвейер, ты сортируешь этот пластик. А еще две фабрики по замороженным продуктам, то есть делает заморозку вот этих, да, знаете, разные вот эти готовые обеды. Готовые обеды. То есть по факту городок маленький, и есть 4 именно фабрики, да, таких вот, именно в доступности. То есть они прямо вот возле города, прямо вот даже можно там не иметь машину. То есть как-то так. Это вот так у нас в городке. А за городом, если немножко там поехать, то вы реально в любую сторону есть фабрики, их куча вообще просто. Кто в супермаркете, да, как бы, ну, шоп-ассистент, да и все. У вас есть хейтеры? Конечно, ты что, слышишь, все мои видео, все мои каналы, все мои соцсети только и держатся на хейтерах. Они даже сами не могут это понять. То есть, если бы не хейтеры, реально просто, ну, ты что, гонишь? Все на хейтерах реально, просто им реально респект просто. Если бы не они, то, ну, на ютубе не было бы столько подписчиков, реально. Все хейтеры, реально. Потому что они сами заходят, отвечают на вопросы, комментарии берут, как говорится, пишут, да, ужасные комментарии другим комментаторам. И обратно заходят на видео, обратно же его смотрят, и обратно же отвечают. И все движение начинается вот так, крутиться начинается видео, понимаете? Вот это и есть движение. То есть, если нет комментариев, нет всего вот этого, то не будет YouTube, не любая платформа не будет продвигать контент. Нужно, чтобы постоянно было какое-то движение. Понимаете, самой платформе пофигу, о чем там говорят в комментариях. Плохо, хорошо. Они видят, что есть всплеск, есть интерес, значит, все. Значит, нужно его поднимать, значит, нужно... И вот и все. Что, цена билета, это только самолет. Алла, куда самолет, куда билет нужно купить вам, что нужно вам знать. Если вы про то, сколько стоит билет в Ирландию, с Польши тот человек, которому я помогал, с Варшавы он летел, как его скажи, билет стоил 65 евро. Билет покупался, билет, не знаю, наверное, за месяц, может. 65 евро это с выбором места. Если в место не выбирать, 55. Там 10 евро или 9 за выбор места еще. Ryanair компания. Как-то так. Как-то так. На улице прям, ну так, знаете, хорошо. Именно даже вот окна открытые, но все равно как бы, ну, в машине жарко. То есть в Ирландии начинается настоящее лето. Я посмотрел просто погоду, да, и реально там, ну, 25, даже уже в субботу у меня написано 26. Вы понимаете, что такое в Ирландии 26 градусов? Ну, это просто, это финиш, это бриллиант, как они говорят, это просто будет бриллиант, ну.